Всем привет, всем доброго, позитивного осеннего дня. Я желаю, у нас апдейт, у нас обновление от посольства Украины в Ирландии. Мы обсудим сегодня, да, это обновление, оно не слишком прям такое шикарное. Также затронем, да, электронную очередь, что в ней изменилось. Эти изменения были уже давно, ну просто мы напомним для тех, кто, может, только хочет связаться с этой структурой под названием посольство Украины в Ирландии. Также обсудим их работу, нравится, не нравится. Я расскажу свой опыт, да, моей семьи, моей ситуации, как мы взаимодействовали с посольством, что у нас из этого вышло и как мы решали эту проблему. Ну, наперед сразу скажу, что решили мы тем, что полетели в Краков в ДП документы и решили там все вопросы. Так что сейчас мы обсудим все то, что касается посольства Украины в Ирландии, ловли слотов и вообще взаимоотношения граждан с посольством. Буквально минутку моего внимания, и мы продолжим. По традиции попрошу каждого подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, так как много людей, пользователей, зрителей моего канала смотрят канал, не подписавшись. 2 секундочки, вы решили эту проблему. Также я снял эксклюзивный ролик для спонсоров. Нажимайте «Стать спонсором», и для вас откроется ролик, который рассказывает, как снять жилье в Ирландии за 700 евро, за 900, 950 таунхаусы. Я оставил ссылочки на те агентства, которыми пользовалась моя семья. Спонсорство начинается от 99 центов. За эти копеечные деньги у вас в руках, да, вы увидите просто эксклюзивный контент, советы, опыт мой, который я накопил уже за 2,5 года проживания в Ирландии. То есть мы уже сменили 2 квартиры, и эти как советы нам помогли. То есть я надеюсь, и вам они тоже помогут. Они, конечно, не решат всех ваших проблем, но тот опыт, те советы, которые я собрал в том видео, поверьте, и информацию, она очень важна, очень будет полезна и уже многим помогла. Так что не теряйте свой шанс, не вешайте нос. Если у вас не получается найти жилье в Ирландии, то выход есть. Это стать спонсором моего канала, посмотреть эксклюзивный ролик, и, возможно, он вам поможет в поиске жилья. А мы продолжаем обсуждать посольство Украины в Ирландии, какие изменения появились в этой прекрасной организации. Мы продолжаем, но обратно маленькое отступление. Если вы хотите узнать все взаимодействия, которые я делал, да, с консульством, с паспортом, как мы летали в Краков, что мы делали, сколько у нас это денег заняло, ну, сколько мы потратили. То есть все вот эта информация связана с паспортом, да, и с взаимодействием с посольством Украины в Ирландии. Просто вводите на канале в поиске слово паспорт, Enter, и все ролики, которые связаны с этим, будут для вас доступны. Вы можете их пересмотреть, посмотреть, что было в нашей ситуации, то есть, и, может быть, увидеть отражение свое, либо получить какую-то информацию, которая вам поможет в дальнейшем, да, не делать тех ошибок, которые делали мы. Это так, предисловие тоже, чтобы кому интересно, переходите, смотрите, потому что историю здесь я не буду свою, да, подробно рассказывать. Здесь мы просто посмотрим, что они нового ввели, переходим сразу к этой новости. А ввели они просто, конечно, сумасшедшую нововведение, которое я не понимаю, почему они это не сделали сразу. Тут Илон Маск выкатил уже роботов-помощников под названием Оптимусы, да, которые будут уже и готовить, и наливать, и убирать, и с собакой гулять. А мы в 2024 году, в октябре, вводим наконец-то оплату картой. Ребята, картой теперь можно оплачивать консульские сборы, то есть консульские услуги в посольстве Украины в Ирландии. Наконец-то мы все этого дождались, и людям стареньким и так далее, я представляю, как поначалу было все это сложно, люди не знают языка, а другого выхода не было. Нужно было что делать? Оплачивать через Анпошт, то есть берешь перевод, заполняешь специальный, да, ордер и отправляешь эту денежку. То есть вот такая вот катавасия была до 15 октября, потому что с 15 октября наконец-то можно оплатить карты. Информация о возможности уплаты консульского сбора непосредственно в помещении консульского отдела посольства. Понимаете?
То есть консульство у нас и посольство, все в одном здании. Мы будем эти слова, да, периодически повторять. Уважаемые граждане Украины, информируем, что с 15 октября 2024 года в посольстве есть возможность оплатить консульский сбор банковской карточкой. Родименькой пластиковой карточкой, как я понимаю, и Apple Pay можно, Google Pay, то есть телефончиком можно, я понимаю, тоже. Надеюсь, что у них там терминалы современные, да, не только чтобы картой можно было проводить. Это, конечно, трэш. Понадобилось, получается, 2,5 года войны и очередей, и до сих пор еще все не разгружено, чтобы поставить наконец-то терминал, и теперь можно оплатить в здании посольства, консульском отделе, все сборы, все оплаты, все ихние услуги. Сразу хочу сказать, напишите в комментариях, связывались вы каким-то образом, в смысле, взаимодействовали ли вы с посольством Украины в Ирландии, пользовались ли вы ихними услугами, если да, нравилось ли вам предоставление этих услуг, очередь, ожидание, было ли у вас все нормально. Я скажу честно, свое мнение, это не слишком позитивный у меня, да, опыт, потому что очередь и слоты это ужас, конечно, который, ну, привел нас к тому, что нам пришлось ехать в Краков, ДП документы, чтобы жена себе оформила еще один паспорт на всякий, как говорится, пожарный, оформила украинскую ID-карту вместо книжечки паспорта, и ребенку у нас уже был просроченный паспорт, мы его продлили, да, проблем не было, продлили мы без проблем, заполнили форму, продлили вначале паспорт ребенку, а потом уже вклеили его фотографию в паспорт жены. Ну, вы же понимаете, это не решает всех проблем. На этот паспорт с клеенным их продлением просто, его так проверяли постоянно, когда мы летели на Гран-Канарию отдыхать, это просто, они не понимали, что это, они как будто впервые это видели. То есть там звали людей, то есть это было так некомфортно, ужас. И нам пришлось, я ловил слоты, каждый там в среду, если не ошибаюсь, по средам было, сейчас уже по пятницам, мы к этому дойдем. Я ловил, я не мог. Оказывается, там какие-то были хакеры, какие-то взломщики. Пока не поменяли вот эту старую систему, теперь новая система, она более привязана к человеку. Я не мог словить. То есть не мог на новый паспорт я словить слот буквально, ну не знаю, наверное, больше года или около года я ловил этот слот. То есть вот так вот нам другого выбора не было, нам пришлось лететь в Краков. Да, это дорого, я снял про это ролик, можете обратно же я сказал, как найти ролик, введите просто на канале слово паспорт, найдите, посмотрите. Это было дорого, но были и позитивные эмоции. Смысл того, что мы полетели в Краков, мы там отдохнули, мы там были 2 дня, хостел, увиделись с кумой, сходили в ресторан, сходили в ратушу, посмотрели город, сходили в боулинг, пошопились. То есть в прямом смысле мы провели отличное время с семьей еще. Да, классно, но сам факт, что еще потом после этого пришлось же лететь забирать это все, вы понимаете. Я уже не полетел, чтобы как бы, ну, дешевле было. Они полетели с сыном туда и обратно, потому что нельзя было вместо сына забирать паспорт, потому что ему уже было 12 лет. Если ребенок до 12 лет, то вы можете полететь сами и забрать в ДП документах его документы, то есть его паспорт. Загран биометрический. Без него никак сейчас вообще. И получилось так, что они полетели вместе, обратно же тоже с ночевкой, полетели потом, поехали еще в Чехию, там к подруге переночевали. То есть все сделано, конечно, с пользой, с какой-то, да, с какими-то позитивными эмоциями, но обратно же печально то, что ты у себя, да, у меня Дублин от меня в часе езды я не могу решить те вопросы, которые мне актуальны, там, где я нахожусь. То есть это, конечно, не слишком хорошо, не слишком позитивно. И получается, консульство и посольство не справляются Украины в Ирландии с наплывом людей, я понимаю, но другого я не пойму. Но вы видите, что много людей. Как был решен вопрос в Польше и в остальных странах, где есть ДП документы? Поставили ДП документы. Почему в посольстве Украины в Ирландии не поставили 2-3 еще дополнительных человека, чтобы занимались приемом заявок от граждан? Почему? Почему не увеличили штат просто? И обратно же график работы, чтобы люди работали, пока не спадет вот этот вот наплыв просто, и все. Вот разгрузить, извините, 100 тысяч это не миллион, да, все-таки.
можно было разгрузить, можно было нанять дополнительных сотрудников или командиры, в командировку каких-то, да, из Украины прислать. То есть можно было как-то решить вопрос. Он не решился, как я понимаю, даже сейчас, до конца. До конца не решился. Это печально, да, я же не могу говорить, что работа супер. Ну, не супер, но и не самый, да, как говорится, трэш. Есть позитивные эмоции, то есть, например, мы вот приезжали 2 раза, продлевали ребенку паспорт и вклеивали потом фотографию. Проблем не было, все приезжали, все оплачивали, все делали, то есть все было нормально. Все вклеивалось, никаких вопросов не было, все делалось быстро, в принципе. Люди заходили по своему времени, все как полагается. Нет претензий. Но тут претензии в том, что самое было распространенное, это, конечно, сделать новый загранпаспорт. Многие въехали в Ирландию с чем? Дети с свидетельством о рождении, многие граждане либо с просроченными паспортами, либо загранпаспорт, но не биометрический раз, а 2 вообще просто с книжечками, то есть с внутренним паспортом Украины. И эти люди просто, они в заперти, они никуда не могут выезжать сейчас, ничего делать. В Ирландии, Ирландия сейчас не принимает. Если ты выехал, выехать ты можешь, но заехать без биометрического паспорта не можешь. Это с лета уже ввели такие правила. Только биометрия, только с биометрическим паспортом пропускают на территорию Ирландии. Все, вот эти все бонусы, которые были, когда с любым документом тебя впускали, если ты украинец, если ты подтвердишь просто, что ты украинец. Сейчас это уже не работает, так что вот эта проблема не решена, и это самая такая жгучая проблема, которая волнует граждан, я это понимаю, и вижу даже сейчас пишут люди за слоты, не успел, не понимая, как словить, как сделать, и люди в растерянности, что же делать. Ну, спасибо хотя бы за то, что теперь можно, ребята, теперь можно в посольстве, есть возможность оплатить консульские сборы банковскими карточками, в том числе украинскими Visa и MasterCard. Теперь ты можешь спокойно Монобанком, Приватбанком чикнуть, пикнуть, вставить пин-кодик и заплатить непосредственно в помещении консульского отдела посольства. Также сохраняется возможность оплаты наличными посредством Postal Money Order через любое отделение Unpost на территории Ирландии. То есть это старая схема, она работает, которая, я считаю, многим нервы подпортила конкретно. То есть многие нервные клетки у людей из-за этих всех оплат, заполнения, проверок, так попортилось. Так что спасибо большое, конечно, что за 2,5 года, которые происходят почти военные действия в Украине, посольство Украины в Ирландии сообразило, что им нужен терминал, и наконец-то его оформило. Я думаю, если они сказали донаты, соберите, пожалуйста, у нас нет денег на вот этот вот терминал. Думаю, все бы скинулись бы по каких-то 5-10 евро и за 2 дня бы купили бы этот терминал, оформили и все было бы нормально. То есть обратно же, я знаю, там было интервью у посла, она говорила, что огромные очереди, они делают типа запрос на то, чтобы добавить еще сотрудников, и то 5-10, но им типа либо отказ, либо их заявку рассматривают долго, непонятно, нагрузка большая на систему. Я все это понимаю, но поймите, людей обычных страдают они. Так что спасибо за карты. Мой опыт был таков. Напишите в комментариях ваш опыт сотрудничества с этой организацией. Довольны, нет? И как вы решали свои проблемы. Ездили ли тоже в ДП документы, как мы вот в Краков. Либо просто плевали и ждали, пока этот слот с небес спустится к вам. Следующий момент — это изменение электронной очереди, которая случилась 2 ноября 2023 года. Теперь, чтобы зарегистрироваться и получить Е-черху, то есть Е-очередь, вам нужен банк ID. То есть это любой онлайн-банкинг, Монобанк, Приватбанк, все банки, Ощадбанк, которые есть в Украине. Если вы там зарегистрированы, вы сможете войти. Вы просто подтверждаете, что ваши данные, просто их переносите сразу в сервис Е-очереди, и оно сразу привязано к человеку, не как раньше, что любой мог на клавиатуре вбить любые данные любого человека, кто, как говорится, быстрее, того и тапки. В прямом смысле. Я не знаю, я уже делал автозаполнение тогда по той старой системе. Я успевал за 10 секунд все сделать. Потом уже даже за 9. Ну, я не знаю, кто быстрее мог, кто. Ну, я не понимаю, как это все делалось. Я уже автозаполнение. Раз, 3 клика, пум, оно продвигается, потом бум, упс.
упс, упс, это упс меня просто убивало. Просто уничтожала. Кого тоже уничтожала вот это вот в конце самого заполнения по старой системе, да, вот этой ечерги. Вот это упс, оно просто, хотелось просто монитор уже разбить. Но сдерживались, конечно, сдерживались. Все было в рамках, как говорится, приличия. Теперь вы регистрируетесь вот так вот, как говорят, сейчас слоты доступны в пятницу с 5 вечера. Также, говорят, проверять в любой день. Кто-то может отказаться, могут выпилить какие-то дополнительные слоты. Так что заходите, каждый день просто тыкайте, мыкайте и ловите свой слот. Как я понимаю, волшебной палочки нету. Те люди, которые ловят слот в Ирландии на то, чтобы податься на новый, либо на замену, либо на обновление, да, если срок действия закончился, биометрического загранпаспорта, просто в чатах пишут, просто они хвастаются этим, радуются, и все их поздравляют, потому что это реальная проблема. Когда есть проблема, она видна. Я понимаю, что те люди, которые сидят в посольстве, в консульстве, от них немного зависит. Что сверху им по вертикали сказали, как работать, как двигаться, то они и делают. И график работы, и все, и тот же терминал, они не могут самовольничать и все делать по-своему. Нет, у них есть правила, есть вертикаль, сказано так, они делают. Они не могут сами что-то изменить. Даже, может, они и хотят. Я уверен, что они хотят, чтобы люди быстрее все получили, потому что весь негатив от людей они же получают. Скандалы, крики какие-то, высказывания, оскорбления. Это есть 100%, я уверен. Там максимально, знаете, такая напряженная обстановочка, потому что каждый хочет решить свои вопросы быстрее, а желательно все за один слот. Многие семьями приезжают на один слот, им отказывают, они психуют. Вот мы приехали, нам ехать было 2 часа, куча денег, времени, нервы, дети, а вы нам говорите, нет, все, покиньте помещение. Это печально, досадно, но таковы реалии. Людей очень много выехало в Европу, в том числе для Ирландии это тоже 100 тысяч, это просто колоссальное число людей, которые здесь сейчас находятся, то есть украинских беженцев. Так что всем сложно, я это понимаю. Но оправдывает ли это? Не знаю, вот честно, я не знаю, у меня такие двоякие впечатления. Вроде бы я все понимаю, что они не могут сами самовольничать, у них протокол, они по нему работают. Они не могут просто сказать, вот давайте, все, мы всех принимаем, все заявки, все, давайте, мы вот так вот будем такие хорошие Робин Гуды. Нет, их сразу уволят, и на их место, возможно, поставят еще менее компетентных людей, потому что, как я понимаю, штат, он не слишком велик, и трудно найти тех людей, которые в теме, которые все понимают и быстро делают. Это не просто сотрудники, это люди, которые должны быть подкованы, знать многие правила, моменты. Так что такого человека не просто с улицы, да, завести, сказать, все, давай, принимай заявки, сиди здесь, делай. Все это мы понимаем, но страдают люди. Тем самым главное, те люди, ну, те, кто получает негатив, это обычные люди. Обычные простые люди, пенсионеры, инвалиды, дети, семейные люди, мужчины. Ясно дело, что сейчас ограничили мужчин, да, и немножко, как говорится, меньше стали запросов на получение паспортов. Но все равно еще много тех людей, которые хотят даже себя обезопасить и делают второй паспорт, и они тоже нагружают систему. Моя жена сделала себе второй паспорт, да, у нее просто до конца остается год. Какая разница, в следующем году по-любому придется уже ехать и решать этот вопрос. А теперь мы все с паспортами, у меня тоже 2 паспорта, так что нам теперь все вот эти вот ечерги, ДП-документы, посольства, консульства, нам пока они не нужны, как говорится, кто с бумажкой, как там есть такая фраза, да, кто без бумажки, тот какашка, а с бумажкой человек. Так что моя вся семья с бумажечкой, все хорошо, все четко. Ставьте лайк, если вы тоже уже с бумажечками, и у вас все наперед сделано. Вы себя, как говорится, обезопасили наперед. Мы решили жить по той фразе «береженого Бог бережет». Как-то так, всегда держу в курсе.